Последние 1,5 года мы с вами каждый день обсуждаем войну, страх, репрессии и насилие. Последние 1,5 года мы все живем в искаженной реальности, созданной путинским режимом. В какие-то моменты многим из нас начинает казаться, что кроме этой искаженной реальности больше ничего нет. Что весь мир такой, и мы проживем свои жизни, приспосабливаясь или протестуя. Мы начинаем забывать, как это жить в нормальном мире. Не в таком, где розовые пони, облака из сахарной ваты и нет никаких проблем, а в мире, где нормальные проблемы. Проблема экономического блока не о том, как урезать бюджет на медицину, чтобы хватило на танки и ракеты, а о замедлении темпов экономического роста на 0,5%. Проблемы дипломатии не странные речи о том, как мы в Украине сражаемся за свободу Африки, а, например, договоренности о безвизе с какой-нибудь важной страной. Национальная безопасность – не разрушение Бахмута и Мариуполя, но мирное сосуществование со всеми соседями. Сегодня мы поговорим не о российском политическом руководстве и последствиях его безумных действий, а о том, что бывает, когда страна развитая, правительство компетентное и экономика устойчивая. Речь сегодня пойдет о Дании, которая в последнее время столкнулась с неожиданной проблемой. На нее напали большие деньги. Началось все с Novo Nordisk, датской фармацевтической компании со столетней историей. Ее основатель – нобелевский лауреат по медицине. Сама компания разрабатывает и производит разные лекарства для терапии диабета. Надежный, добросовестный бизнес, крепко стоящий на ногах, но без сверхприбылей. На рынке производства инсулина достаточно высокая конкуренция. В 2017 году для Novo Nordisk все изменилось. Они зарегистрировали новый инъекционный препарат для лечения диабета 2 типа – Оземпик. Поначалу Оземпик не обещал такого уж феерического успеха. Это был хороший, эффективный препарат с небольшим количеством побочных эффектов, не слишком дешевый, не чрезмерно дорогой. Но вскоре, вы не поверите, британские ученые, исследователи из Лидского университета, опубликовали статью. В ней утверждалось, что Оземпик эффективен в борьбе с ожирением. В 2021 году Novo Nordisk выпустили еще один препарат – Wegovy, с тем же действующим веществом. И это снова был успех. Месяц от месяца спрос на препарат увеличивался по всему миру и особенно в США. Илон Маск походе упоминает в Твиттере о том, что Оземпик помогает ему воздерживаться от вкусняшек. Джимми Киммел во время церемонии «Оскар» в марте этого года в шутку заявил, мол, все присутствующие так хорошо выглядят, что он начинает подумывать, не пора ли тоже использовать Оземпик. На Западе Оземпик примерно как Виагра. У всех на слуху, все о нем знают. Препарат выписывают настолько часто, что купить его – настоящая проблема. Цена на него выросла, и все равно компания продает столько, сколько может произвести. Люди, которые раньше принимали Оземпик для терапии диабета, теперь просто не могут его найти в аптеках. Акции компании взлетели до небес. Прибыль растет с каждым годом. Растут зарплаты и капитализация. И, конечно, растут налоги, которые корпорация платит у себя в стране, в Дании. И именно в этот момент правительство Дании задалось вопросом, а не навредит ли нашей экономике этот поток бесплатных денег? Это точно то, что мы хотели для нашей страны. Казалось бы, где одна фармкомпания и где целая Дания? Но все дело в масштабе. Речь не просто о влиянии на экономику страны, а речь о том, что влияние это подавляющее. Рыночная стоимость Novo Nordisk превысила размер всей датской экономики, а ее вклад в экономический рост достигает 90%. В первом квартале этого года он составил 1,9%, а без учета фармакологической отрасли было бы 0,2%. Тут-то эксперты и правительство и заговорили о риске развития голландской болезни. Это такая неочевидная опасность, которая подстерегает страны, внезапно разбогатевшие без особых усилий. В экономической истории Нидерландов было как минимум 2 эпизода, когда страна создала себе проблемы, которые еще не были мейнстримом. В 17 веке в Голландии в ходе фьючерсной торговли луковицами тюльпанов надулся и лопнул первый известный биржевой пузырь. Эта история известна как тюльпаномания. А в 1977 году на примере Нидерландов экономисты впервые поняли, что мощный поток бесплатных денег не благо для страны. Наоборот, он способен подорвать экономическую стабильность. В 1963 году на севере Нидерландов началась промышленная разработка недавно открытого Гронингенского газового месторождения. В нем были богатейшие залежи природного газа,
и газ этот пользовался бешеным спросом. Разработка месторождения в считанные годы преобразила экономику Нидерландов. Газ добывали и продавали, доходы бюджета и доходы населения росли, страна стремительно богатела. Все было просто отлично до тех пор, пока в 90-х на обширной территории месторождения не начались землетрясения. Выяснилось, что они напрямую связаны с добычей газа. Правительству пришлось принимать непростые решения и сокращать добычу. 1 октября 2023 года Гронинген, богатейшее месторождение, где запасы не выбраны даже наполовину, будет закрыт. В чем же тут проблема? Вот в чем. Пока страна купалась в деньгах, получаемых от добычи газа, в экономике произошли сдвиги, которые затруднили рост и развитие других отраслей. Вот как выглядит голландская болезнь по пунктам. Так вот, сначала в страну приходят большие, очень большие деньги от экспортной выручки. Из-за притока денег укрепляется национальная валюта, и это делает импорт дешевле, а экспорт, наоборот, дороже. Такую конкуренцию могут выдержать далеко не все предприятия внутри страны. Первыми страдают наукоемкие производства. Местную продукцию на внутреннем рынке замещает импортная. Разорение бизнесов вызывает безработицу и провоцирует инфляцию. Снижаются темпы роста доходов, прекращается развитие новых технологий, которые как раз создают высокую добавленную стоимость. Конечно, есть еще так называемые неторгуемые товары, которые нельзя экспортировать или импортировать. Например, недвижимость или различные услуги, которые нельзя оказать дистанционно. Эту сферу гораздо труднее разорить укреплением национальной валюты. Даже если за границей билет в кино стоит вдвое дешевле, вы все равно пойдете на фильм в своем городе. Даже если цена квартиры в вашей стране выше, чем в других странах, вряд ли вы переедете только по этой причине. Так что сервисы и недвижимость могут даже выиграть в такой ситуации. Но ресурсы из прочих секторов будут постепенно перемещаться в наиболее доходные сервисы и добывающие отрасли. Экономика будет упрощаться. И если что-то случится с тем волшебным источником бесконечных денег, с которого все началось, это разом обнажит хрупкость и неустойчивость сложившейся системы. Потому что не может быть сильной экономика, в которой работает только газовая труба и сфера услуг вокруг нее, а больше ничего нет. И гипотетически газовой трубой может быть любой поток бесплатных денег извне, даже сверхприбыль фармацевтической компании. Это можно сравнить с золотой лихорадкой. Если в вашей процветающей стране нашли золотую жилу, ваша экономическая система быстро перестроится. Процветать будут удачливые золотоискатели из сферы услуг, салуны и девушки, которые танцуют канкан. Все остальные постараются застолбить участок, открыть салун или танцевать канкан. А когда лихорадка закончится, от прежнего процветания не останется ничего, только брошенные ямы на истощенных землях, разорившиеся салуны и растерянные люди, чьи навыки копания земли и задорного танца больше не востребованы. Существует ли лекарство от голландской болезни? Экономисты предлагают два компонента терапии. Во-первых, следует замедлить укрепление национальной валюты, а во-вторых, помочь росту обрабатывающей промышленности. Для первого полезно сделать вид, что никаких лишних денег в экономике нет. Например, создать специальный резервный фонд и направлять в него часть экспортной выручки от ресурсов и держать его где-то за границей, а в страну иностранную валюту не пускать. Это снизит спрос на национальную валюту и стабилизирует курс, а заодно накопит для страны подушку безопасности на случай, если снова случится какой-нибудь ковид. Если приток денег извне не будет влиять на курс национальной валюты, остальные отрасли останутся устойчивыми и конкурентоспособными на внешнем и внутреннем рынке. Кроме того, эксперты советуют для улучшения состояния отраслей с высокой добавленной стоимостью развивать инфраструктуру страны и образование. Тогда не придется применять грубый протекционизм, например, вводить пошлины на ввоз товаров конкурентов, чтобы поддержать отечественного производителя. Вместо этого в стране создается благоприятная среда, которая делает любой бизнес более привлекательным для инвесторов. Полагаясь на протекционистские меры, можно случайно вырастить такого монстра, как российский автопром. Дорого, плохо и убыточно. А развитие образования и инфраструктуры – это буквально то, что полезно экономике, понравится избирателям и вообще отличное решение со всех стартов. Так что многие страны успешно справляются с проблемой больших денег, поддерживая конкуренцию и не позволяя курсу национальной валюты чрезмерно расти. Одна из таких стран – Норвегия, у которой очень разнообразная, сбалансированная экономика. Нефть из своих богатых месторождений норвежцы не только добывают,
но и изготавливают из нее нефтепродукты. Рыбу не только ловят, но и перерабатывают, причем и свою, и выловленную российскими рыбаками. Леса не просто вырубают, но и разводят. Лесоводство – одна из важных фермерских отраслей. И, кстати, лес Норвегия не продает кругляком за копейки, а сама делает бумагу и целлюлозу. А по производству электроэнергии на душу населения у них вообще первое место в мире. И при этом углеводороды для выработки электричества не используются. Словом, Норвегия мудро занимается профилактикой голландской болезни. Канада и США действуют в том же ключе, при том, что у них поток ресурсных денег в экономиках еще больше. Вот, например, как происходит в США. В стране не только огромные запасы нефти и газа, но еще и плодородные земли, развитая инфраструктура, образованное население. И все эти преимущества используются по максимуму. Как следствие, в Америке есть Google, Facebook, Amazon и Microsoft. Наукоемкие компании, которые генерируют выручку так, будто просто нашли месторождение наличных денег. И экономике страны от этой выручки не становится плохо. Наоборот. Проблема же не в самих больших деньгах, а в том, чтобы ни одна отрасль не монополизировала большую часть ресурсов вашей экономики. И чем больше и сложнее ваша экономика, чем выше конкуренция за ресурсы между отраслями, тем устойчивее баланс, тем сильнее вся система и в конечном итоге вся страна. Потому что даже если у вас закончится нефть и газ, сильная экономика не стоит на одних лишь нефти и газе. Если в США закончится Google, останутся Pfizer, IBM и Apple, Ford и Intel. Сегодня правительство Дании изо всех сил борется с первыми последствиями притока валюты в экономику – с ростом курса датской кроны. Центральный банк страны последовательно удерживает ключевую ставку ниже той, что установлено Европейским центральным банком, чтобы не позволить кроне дорожать по отношению к евро. Благодаря этому торговля с еврозоной остается рентабельной. Правительство решает, как не позволить остальным отраслям утратить конкурентоспособность, как не допустить упрощения экономики. Эксперты сходятся во мнении, что необходимо сохранить такое положение дел, при котором Дания способна существовать и без Novo Nordisk. Времена фармацевтического бума в Дании вряд ли закончатся скоро. Спрос на препараты от ожирения стабильно высокий. Так что у датского правительства есть время на решение проблемы шальных денег в своей экономике. Нам бы такие проблемы, правда? У нас они, в общем-то, такие и были. Вот только решая их, зарулили совсем не туда. Мы сегодня обсудили историю, максимально отвлеченную от ситуации в России. Американские селебрити, благопристойные европейские фармкомпании, большие деньги. И нормальные правительства, принимающие скучные правильные решения. Никаких военных авантюр, линий Суровикина и встреч с Ким Чен Ыном. В нашей стране, пожалуй, достаточно острых впечатлений. Нам важно иногда вспоминать, норма выглядит именно так. И мы еще вернемся в норму со всеми ее атрибутами. С нормальным правительством, с беспокойством о сбалансированной экономике, с лавочками, троллейбусами и велодорожками. Обязательно вернемся. До завтра.